Фармакологическое действие. Грипферон – капли для интраназального применения. Препарат широкого спектра действия. Рино, аденовирусы, грипп, парагрипп и так далее. При интраназальном пути введения обеспечивает продолжительный контакт со слизистой оболочкой носовой полости, действуя на месте первичного внедрения и размножения респираторных вирусов. К грипферону не развивается привыкание и резистентность. Препарат, как правило, не требует дополнительного симптоматического лечения – аспирин, панадол, сульфаниламиды, сосудосуживающие капли для носа. Тщательно подобранный состав, благодаря дополнительному адсорбирующему и подсушивающему эффекту, позволяет усилить лечебный эффект самого интерферона. С первых часов приема препарата наблюдается снятие основных симптомов заболевания – насморк, температура, головная боль, гиперемия ротоглотки и так далее. Использование грипферона при появлении самых первых признаков заболевания ведет к его прерыванию. В среднем продолжительность заболевания сокращается на 30-50%. Применение грипферона в несколько раз снижает риск возникновения осложнений, бронхиты, синуситы, пневмонии и так далее. Показания. Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей от рождения и взрослых, включая беременных женщин. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препаратов интерферона и компонентов, входящих в состав препарата. Тяжелые формы аллергических заболеваний. Способ применения и дозы. При первых признаках заболевания закапывают в нос в течение 5 дней. Детям от 1 года по 1 капле в каждый носовой ход 5 раз в день. Разовая доза 1000 единиц. Суточная доза 5000 единиц. Детям от 1 до 3 лет по 2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Разовая доза 2000 единиц. Суточная 6-8 тысяч единиц. Детям от 3 до 14 лет по 2 капли в каждый носовой ход 4-5 раз в день. Разовая доза 2000 единиц. Суточная доза 8-10 тысяч единиц. Взрослым по 3 капли в каждый носовой ход 5-6 раз в день. Разовая доза 3000 единиц. Суточная доза 15-18 тысяч единиц. С целью профилактики ОРВИ и гриппа при контакте с больным или переохлаждении препарат закапывают в возрастной дозировке 2 раза в день в течение 5-7 дней. При необходимости профилактические курсы повторяют. При сезонном повышении заболеваемости препарат закапывают в возрастной дозировке утром через 1-2 дня. После каждого закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости. Побочные действия. Аллергические реакции. Применение при беременности и кормлении грудью. Разрешено к применению в течение всего периода беременности. Особые указания. Не рекомендуется одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов из-за усиления подсушивающего действия на слизистую оболочку носа. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре от 2 до 8 градусов, сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. После вскрытия флакона 1 месяц.